Опасные для агрессора скоординированные доски всегда сложны для отыгрыша. Исключение – ситуации, когда у игрока готовый абсолютный нац. А что если нац второй? А если на кону огромный банк в дорогом турнире за пару десятков мест до денег? В новом разборе рассмотрим раздачу из главного события в SOP Paradise 2024 года. Ее участники представляют разные покерные поколения. Тем интереснее оценить это противостояние. Сэмюэль Муллер выступает в живых состязаниях с 2021 года. Свои первые сезоны он, что называется, нарабатывал себе имя в низших лигах. Выступая в турнирах стоимостью до 500 евро, австриец за 2 года лишь раз выигрывал события. А самая крупная выплата досталась ему за второе место на серии «Покер Код» в Испании – 22 тысячи евро. Всего до декабря 23-го он накопил около 100 тысяч долларов призовых и для покерного сообщества был, по сути, ноунеймом. Однако тот год Муллер завершил неожиданной победой в 25-тысячнике в SOP Paradise, за которую получил более 2 миллионов 700 тысяч долларов. С тех пор молодой австриец перебрался в куда более дорогие турниры. И хотя с тех пор он не завоевал ни одного кубка, призовых он насобирал еще почти на 2 миллиона. Его соперник Джейсон Кун, лучше всего о том, что из себя представляет американец за покерными столами, говорит его 4-е место в списке самых успешных игроков всех времен. Почти 60 миллионов призовых за карьеру. И плотная борьба за лидерство в этом рейтинге со Стивеном Чидвиком, Джастином Бонома и Брином Кенни, а также с наступающим ему на пятки Никитой Бодяковским. Джейсон в покере с 2008 года. В то время его оппонент, вероятно, играл не в карты, а в фантики за школьной партой. Итак, в турнире остаются 45 участников из 182. Призовая зона стартует с 31 позиции. То есть никто пока не гарантировал себе деньги. Размер блайндов – 10-25 тысяч. Еще 25 тысяч добавляет большой блайнд в качестве анте. Джейсон Кун открывается с одной из ранних позиций. Его карты мы пока не знаем. Но в целом нужно понимать, что его диапазон достаточно узок и силен. Все до позиции большого блайнда сбрасывают. Здесь находится Сэмюэль с одномастными девяткой и тройкой. Может показаться, что ему следует без раздумий отправить этот мусор в пас. На самом же деле спектр защиты большого блайнда очень широк даже против сильнейшего рейнджа УТГ. И эта рука легко проходит в кол. Если добавить сюда еще фактор анте, который единолично внес Муллер, решение становится еще более простым. В стеках оппонентов равное количество фишек, приблизительно по 66 блайндов. То есть у обоих есть пространство для тактической гибкости. Выходит скоординированный борт от 7 до 6 без флеш-дро. Отвратительная доска для агрессора. Весь диапазон Куна смещен в Бродвей, средние тузы и короли, карманки и немного коннекторов. Хотя у него преимущество некапнутого спектра, все префлоп-монстры в наличии, нацевый перевес на стороне соперника. Впрочем, есть у него и 10-9, и 9-8, и другие рядом расположенные стартеры. Ну а Сэмюэль действительно получает пусть не нац, но крепкое стрит-дро. Правда, с мастью совсем мимо, никаких бэкдоров у него нет. Поэтому в блефовых линиях активности от его руки ожидать не приходится. Несмотря на свою доску, Муллер предпочитает отказаться от донкбета. Хотя Солвер не постеснялся бы зарядить треть пота, чуть ли не с половиной диапазона. Возможно, в его планах чек-рейс. Увы, этого мы не узнаем, так как Кун чекает вдогонку. И это совсем не проявление слабости, а разумный выбор. На таких текстурах даже карманные тузы и короли почти всегда действуют от подконтроля. Зато мы можем полностью исключить из его спектра девятки, десятки и почти наверняка валеты. С ними он предпочел бы защитить эквити крупной ставкой. Итак, в банке по-прежнему 145 тысяч. На терне выходит 4. Еще более неприятная карта для диапазона Джейсона, особенно для его верхушки бродвейных карманок. У австрийца просто бесчисленное множество пятерок, дающих готовый стрит, в то время как у американца их всего 10 штук, 4 с одномастным тузом и 6 карманных. Собственно, Муллера нет смысла выжидать. Даже с пустой рукой он может оказывать давление. А со стрит-дро делать это он просто обязан. Он ставит 60 тысяч. Почти половину банка. В принципе, нормальный сайзинг. Солвер сплитовал бы здесь от мин-бета до 2/3. Так что Сэмюэль выбрал золотую середину. Он вправе ожидать от Куна фолдов с огромной частью его диапазона.
В игре остаются карманки, руки с девяткой и десяткой, а также поехавшие флеш-дро по бубне. Естественно, не выбрасываются также пары. Все остальное отправляется в пас. Ну и, конечно, готовые нации, стрит-дро, а также сеты в надежде на спарку борда. Но Джейсон калирует. Собственно, теперь и мы, и Муллар имеем представление о диапазоне американца, который невероятно сузился к риверу. И выходит пятерка не в масть. Таким образом, уже на борде лежит готовый общий стрит. Возможные флеши не доехали, фулл-хаусы не сложились, карманные пары, кроме девяток, обесценились полностью. При этом одна девятка у австрийца. И все же у него не нац. Нацом на этой доске является стрит с девяткой и десяткой, и у Куна в диапазоне их всего лишь 3. Впрочем, есть и другие комбинации с девяткой, в том числе через туза, короля, даму, валета. Но это мелочи. Австриец должен жадно собирать value. Он ставит овербет примерно в 120% от банка. Даже если предположить, что он не доехал в стрит, он мог бы со своей девяткой совершать безумнейшие блефы, которые срабатывали бы куда чаще, чем нужно по математике. Ну что, Джейсон, пора сдаваться? Не тут-то было. Американец немного думает и переставляет почти в 3 раза. И это уже серьезно. А еще, мягко говоря, неожиданно. Почему? Что мы имеем? Супер скоординированный борд с готовым стритом. Никаких флеш-дро, никаких фулл-хаусов. Овер-пары превратились в мусор, как и сеты, доперы и другие в теории неплохие руки. Соперник, то есть Муллар, явно показывает, что у него стрит по девятке. Ну или очень сильно хочет, чтобы в это поверили. А мы берем и рейзим огромным сайзингом, вкладывая в банк больше, чем половину стека на начало раздачи. Неужели все же 10-9? Впрочем, опять же, этих комбинаций у американца всего 3. Скорее можно поверить, что у него другой стартер с девяткой. Есть ли у Самюэля фолд? Он проигрывает только 3 комбинациям, делит банк с остальными и выигрывает у блефов. Только блефует ли здесь Джейсон? Естественно, у топового регуляра должны быть блефы в любой линии, даже если кажется, что они в конкретный момент работают только в минус. Но какие руки можно использовать как обман? Очевидно, в ход идут блокеры, а также куча рандомных рук с невысокой частотой, в том числе карманки. Но, господа, мы тут стремимся к баблу в турнире за $100 000. Кто станет так рисковать? Итак, фолда у Самюэля нет. Нет и ререйза, на который ответит только 10-9. Кол. И Кун показывает бубновых короля и 8. Выходит, Джейсон прочекал флоп стоп-парой, закалировал ниже на опасной доске, но пополнил эквити за счет флеш-дро, а затем зачем-то придумал блеф на ривере, когда его пара перестала играть хоть какую-то роль. Но глупость же, скажем мы. А вот вовсе и не глупость, ответит Джейсон. И за ним повторит Солвер. Американец сыграл просто как ГТО-машина, выбрав идеальную руку для блефа. В это сложно поверить, но Кун в настолько безумной ситуации и при такой ценности фишек пошел на осознанный риск потери большей части стека. Но сделал это в рамках оптимальной стратегии. Невероятный уровень мышления и доказательство, что Джейсон действительно понимает покер. Да, это представитель старой школы. Но он ни на минуту не останавливался в своем развитии и сегодня в плане мышления даст фору любой акуле новой волны. Вопрос в том, был ли блефовый рейс уместен конкретно против австрийца. Пожалуй, имидж последнего скорее тайтовый и осторожный, и его действительно часто можно выдавить из банка. Но тот явно репрезентовал девятку. Верил ли Кун в то, что оппонент выбросит стрит выше доски? Непонятно. Итак, оба сыграли оптимально. А Джейсон еще и сверхрискованно. Впрочем, его уровень он продемонстрировал дальше, переключившись в режим «фишка сбережения», и добрался до 16-й позиции и заработал $242 000. А Муллар даже прошел за финальный стол и закончил 7-м, пополнив банк-ролл на 650 000. На этом все. Спасибо за просмотр. На нашем канале есть и другие подобные видео. Например, сумасшедший мастер-класс по чтению оппонента от Алекса Фоксена. Посмотрите обязательно. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пока!